о топ-10 поломок материнской платы, которые можно отремонтировать, и довольно-таки это будет очень дешево и незатратно. Тем самым вы сэкономите немалую сумму, которая останется у вас. Итак, поехали. Вот перед нами типовая материнская плата, которая очень распространена на территории нашей необъятной родины. Какие тут могут быть поломки в процессе использования данной материнской платы в компьютере? Итак, конечно же, это конденсаторы. Вот они, наши кондеры, конденсаторы электролитические, которые через год, через два, через три рассыхаются, выпирают. Вот они здесь вверху могут треснуть, что выбегает электролит часто, или снизу выбивает резиновую прокладку, вследствие чего ухудшается работа материнской платы. Компьютер начинает выключаться, перезагружаться сам по себе и нестабильно работать. Купить такой же конденсатор или выпаять со старой материнской платы не представляет никакого труда. Затем у нас идут различные окиси. Это когда вот эти вот маленькие дорожки и маленькие микродетали окисливаются, вследствие чего происходит короткое замыкание. Для этого я вам рекомендую тщательно все прочистить, обеззаразить с помощью специальных средств. И в большинстве случаев работоспособность материнской платы восстанавливается. Далее, что у нас идет по списку, это пыль, грязь вот в этих разъемах, пыль или термопаста, попавшая случайно в разъем, куда вставляется процессор. Тут опять-таки же идет нестабильное питание, замыкание, продувается баллончиком с сжатым воздухом, чистится щеточкой и удаляться без лишних проблем. Далее, что у нас идет? Могут выходить из строя вот эти транзисторы, которые у нас отвечают за питание процессора, за питание контроллеров, шины. Они проверяются тестером, очень легко выпаиваются. Также с материнской платы. И материнская плата дальше работает без проблем. Дальше у нас идет кварцевые резонаторы. Вот они у нас стоят. Вот он раз, два, три. Компьютер может нестабильно работать, выключаться при малейшей вибрации. Вот у нас четвертый. Также выпаивается старой материнской платы и вставляется без лишних проблем. Далее у нас может выйти из строя вот эта маленькая микросхемка BIOS, которая отвечает за последовательную загрузку материнской платы. Может выйти из строя из короткого замыкания, статического электричества, какого-то сбоя. Можно отколупать аккуратно и из подобной материнской платы поставить на место или перепрошить. Потом у нас идет батарейка, которая со временем теряет свой заряд. Ну, это вообще мелочи. Она достается аккуратно, без лишних проблем. Покупается, стоит 15 рублей в магазине. Ставится все на место, работает все супер. Далее у нас может быть перегревы мостов южного и северного, которые отвечают за работу материнской платы, оперативной памяти процессора, всех контроллеров, звуковой карты, видеокарты. Тут я вам что рекомендую: прочистить от пыли решетки радиаторов. При необходимости можно приклеить на термоклей
дополнительную решетку радиаторов на Северный мост. Можно даже поставить охлаждение. Таким образом проблема с охлаждением вот этих микросхем будет решена. Также со временем у этих мостов могут снизу отойти ножки, пыль, может где-то быть нестабильное соединение с самой микросхемой, где-то возможно отпал припой. Тут я вам рекомендую вырезать трафаретик из картона и все это тщательным образом прогреть, перепаять. В 80% случаев у меня получалось, и материнская плата еще долгое время работала стабильно, без сбоев, даже на максимальных нагрузках. Особое внимание следует уделить вот таким разъемам, куда вставляется оперативная память, слоты PCI, видеокарта, могут здесь вставляться различные роутеры, звуковые карты. Забивается постоянно пылью, грязью вот эти вот разъемы места. Со временем прочищается все кисточкой, горячим, сжатым воздухом, продувается, все убирается. Внимательно следите за чистотой, чтобы не было грязи на вашей материнской плате. Тем самым мы ее уберегаем от короткого замыкания. Единственный момент, когда материнская плата не подлежит ремонту, это когда идет большая эрозия, ржавчины, окисление у моста материнской платы. Сколы, трещины, когда идет расслаивание дорожек, микросхем. Когда, к примеру, один из чипов треснут при ударе. Когда сокет поврежден, возможно, тут что-то, короткое замыкание перебито. Отремонтировать, конечно, можно все что угодно, но смысла нет. Заказ вот такого чипа вместе с пересылкой до СНДС может обойтись в стоимость новой такой же материнской платы. Можно же, конечно, попробовать найти со старого выпуска, но это будет очень все долго, затратно и неоправданно. Ну, на этом у меня все. С вами был Ефимов Дмитрий. До следующих встреч. Всем спасибо.